Одинокий 60-летний мужчина бродил по улицам Нью-Йорка. Его взгляд бесцельно блуждал по окружающим его людям и домам. Мужчину звали Михаил, и 2 года назад он потерял свою семью в автокатастрофе. Эта трагедия сильно подорвала его психическое здоровье. Он потерял интерес к жизни и просто бесцельно бродил по улицам. Но все изменилось, когда одним холодным снежным утром он встретил Сару. Молодая, красивая темнокожая женщина с карими глазами по имени Сара работала официанткой в китайском ресторане по соседству. В тот утренний день она направлялась на работу и заметила старика, сидящего на мосту и дрожащего от холода. Сара подошла к нему и спросила: «Здравствуйте, вам не стоит сидеть здесь на холоде». Мужчина поднял на нее взгляд, благодарно кивнул и откинулся на поручень моста. Сара попыталась завязать с ним разговор, но он не был настроен общаться. Она пожала плечами и направилась в ресторан. Работа в ресторане была напряженной, у нее было много клиентов, улыбаться и смеяться с коллегами не было времени, поэтому она полностью сосредотачивалась на работе. После работы Сара решила снова навестить старика. Она подошла к месту, где он сидел, и обнаружила его под инжирным деревом с грецкими орехами в руках. Слабые руки старика с трудом раскалывали скорлупу. «Я Сара, давайте я вам помогу», – сказала она тихо. Он вздохнул с облегчением, а она расколола орехи и передала их ему. Холод обмораживал руки. Сара достала свой теплый пуховик и накинула его на плечи старика. «Вам это понадобится». Впервые она увидела, как он улыбнулся ей, обнажив свои белые зубы. «Я работаю в ресторане вон там. Может быть, завтра выпьем кофе?» Старик кивнул, и Сара почувствовала облегчение. На следующий день она снова встретила его на том же месте, дрожащего от холода. В мыслях Сары промелькнуло, что, возможно, он больше не заинтересован в жизни. Она пригласила его в ресторан и предложила ему кофе. Наступил момент молчания, прежде чем он откашлялся и наклонился вперед. «Меня зовут Михаил», – представился он. На его усталом лице застыла печаль. У Сары тоже были горькие воспоминания и переживания. Она была жертвой неудачного брака и развелась, прежде чем устроилась на работу в китайский ресторан. Ее счастливый на первый взгляд брак со временем превратился в страшное испытание и разочарование. Муж изменял Саре с ее подругой и часто поднимал на Сару руку. Самое худшее произошло, когда он потерял работу, обвинив Сару в своих неудачах и выплеснув всю свою агрессию на нее. Но Сара боялась развести, так как у нее был их общий сын, и финансово она полностью зависела от мужа. Были ночи, когда она спала на улице, и ей запрещалось входить в дом по несколько дней. В это время она пробиралась на кухню, чтобы приготовить еду для сына. Со временем она постепенно поняла, что ей нужно было быть сильной и верить, что все будет хорошо без него. Не было смысла надеяться, что все вернется на круги своя. Этот человек больше не был тем, за кого она вышла замуж. Он больше не заботился о ней и их сыне, и единственная причина, по которой он все еще был с Сарой, заключалась в том, что женщина, с которой он изменял, не хотела идти дальше. С этими мыслями в голове Сара решила, что хватит, и подала на развод. Муж пытался получить опеку над их сыном, но Сара была готова бороться. К счастью для нее, она смогла доказать суду, что сможет заботиться о сыне, и что жестокий характер ее мужа только навредит ребенку. Через несколько месяцев она устроилась на работу в китайский ресторан, где начала зарабатывать достойные деньги. Сара вложила все, что заработала, чтобы дать своему сыну хорошую жизнь. Она купила ему прекрасные игрушки, отправила его в хорошую школу. Они даже смогли отправиться в отпуск на прекрасный остров. На тот момент казалось, что молитвы Сары были услышаны. К сожалению, вскоре жизнь снова нанесла ей удар. Ее сын заболел тяжелым заболеванием, и все деньги Сары ушли на его лечение. Легкий кашель Михаила вернул Сару в реальность, пока они продолжали разговор. Сара пыталась разговорить его рассказать о себе, но он ограничился лишь своим именем. Михаил глотнул кофе и почувствовал облегчение, когда его тело согрелось. Они говорили о многом, и Сара пыталась понять, почему он остался на улицах. Его ответ был коротким и простым: «Я жду своей судьбы». Сара не понимала, что он имел в виду под судьбой, но отмахнулась от этих мыслей и слушала его рассказ о жизни. Его старый грубый голос был богат философскими размышлениями, когда он анализировал жизнь и говорил о блаженном браке, которым он когда-то наслаждался. Михаил попрощался с ней и покинул ресторан.
Весь день Сара выполняла свою работу в приподнятом настроении, напевая и насвистывая себе под нос. Слова Михаила заставили ее почувствовать себя гораздо лучше. Следующие 3 дня Михаил завтракал, обедал и ужинал в ресторане Сары. Его беспокоили счета, но Сара попросила не волноваться. Во время их общения Михаил рассказывал ей истории о своих первых днях на государственной службе. Неделю спустя Сара уже смотрела на часы и ждала момент, когда Михаил придет в ресторан на завтрак. Одним из таких совместных дней они сели пить кофе, и Михаил заметил обеспокоенный вид на ее лице. Сара глубоко вздохнула и рассказала Михаилу про своего сына. «У меня есть сын, и он умирает от рака. Меня беспокоит, что я ничего не могу сделать». «Он же не умер, верно?» – уставился на нее Михаил. «Нет, но я не уверена, что смогу справиться с растущими медицинскими счетами». «Я так боюсь», – ответила она. «Пока он не умер, есть надежда», – ответил он с сильной ноткой уверенности. Сара глубоко вздохнула. Эти последние слова возродили ее боевой дух. У нее не было денег, но она решила не сдаваться. После того, как Михаил закончил обед, он извинился и покинул ресторан. Сара убрала посуду и направилась на кухню. Ее коллеги заметили, что она была по-особенному счастлива после каждой встречи с Михаилом. Наступило время ужина, Сара время от времени поглядывала на часы, но Михаила не было видно. Она почувствовала беспокойство и решила пойти к его месту обитания. То, что она увидела, было шокирующим. Майкл катался по земле, стонущий от боли, пока несколько парней избивали его ногами. Они продолжали пинать его и требовать деньги и телефоны. Сара не могла вынести этого ужасного зрелища. Она закричала так громко, что мужчины уставились на нее в недоумении. Она снова закричала на них, угрожая вызвать полицию. После слова «полиция» парни бросились бежать в разные стороны. Сара кинулась к Михаилу, его раны сильно кровоточил. Она пыталась поднять его, но он был слишком тяжел. Ни один из прохожих не пришел к ней на помощь. Михаил начал задыхаться. «Останься со мной, борись за свою жизнь», – закричала Сара в ужасе. Он пытался что-то сказать, но силы покидали его. Сара быстро достала телефон и набрала номер скорой помощи. Через 14 минут скорая подъехала и увезла Михаила в больницу. Михаила поместили в отделение интенсивной терапии. На протяжении долгого времени Сара навещала его, сидела у его кровати, разговаривала с ним и молилась за его здоровье. Даже испытывая боль, Михаил продолжал рассказывать ей истории, и Сара была рада, что он в порядке. Она встретилась с лечащим врачом и оплатила его медицинские счета. Доктор сообщил, что Михаила выпишут через несколько недель. В день, когда Михаила должны были окончательно выписать, Сара приняла решение взять его к себе домой. Независимо от обстоятельств, она не могла смотреть, как он живет на улице. Она оборудовала для него пустую комнату и вернулась в больницу. К сожалению, ее встретили печальные новости. Медсестра дала ей записку от Михаила. В ней было написано: «Дорогая Сара, я не нахожу слов, чтобы выразить глубину моей благодарности за все, что ты сделала. В мире, который казался холодным и безразличным, ты была теплым сияющим светом. Твоя доброта не только кормила меня, она питала мою душу. Когда я был ранен, ты была там, ангел в человеческом облике, поднимающий меня из глубин отчаяния. Но узнав об испытаниях, с которыми ты сталкиваешься, особенно с болезнью твоего сына, мое сердце жалось. Ты дала так много, не требуя ничего взамен, и это показало мне самую чистую душу. Эти последние недели были лучшими в моей жизни не из-за еды или убежища, а потому что кто-то заботился. Ты заботилась. Однако именно эта забота привела меня к самому тяжелому решению, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я не могу вынести мысль быть еще одной ношей на твоих плечах, еще одной заботой в твоем сердце. Ты дала мне больше, чем я когда-либо смог бы пожелать, и теперь я должен уйти. Мое сердце разрывается, я не хочу уходить, но я делаю это, потому что забочусь о тебе. Ты всегда будешь в моем сердце». Когда она закончила читать, колени Сары подкосились. Спустя 8 недель Сара пыталась приспособиться к жизни без Михаила, хотя это было трудно, потому что она скучала по всем его советам и поддержке. Однажды вечером, когда она закрывала ресторан, перед ней предстал мужчина с цветами в руках и сияющей улыбкой. Это был Михаил. Сара закричала от радости и бросилась к нему в объятия. «Почему ты исчез?» – дрожащим голосом спросила она, вдыхая его запах. «Прости,
Мне пришлось уйти таким образом. «Я не хотел быть тебе в тягость», – сказал он, поглаживая ее по спине. «Ты не в тягость», – улыбнулась Сара. Она была рада видеть его здоровым и хорошо одетым. Он протянул ей букет ароматных прекрасных цветов. «Можем ли мы завтра позавтракать?» – предложила она с легкой усмешкой. Михаил просто улыбнулся и сказал: «Есть кое-что, о чем мне нужно позаботиться». Затем он сделал то, чего никогда раньше не делал, обнял Сару и поцеловал ее в щеку самым нежным образом. Последние несколько недель его отсутствия казались, будто он ушел на 10 лет. Недели превратились в месяцы. Сара снова начала скатываться в свою прежнюю жизнь одиночества. Создалась пустота, и каждый раз, когда она смотрела на вход, она надеялась, что войдет Михаил, но его не было. Состояние ее сына не улучшалось, так как у нее не было денег, чтобы обеспечить ему должное лечение. К сожалению, Михаила больше не был рядом, чтобы поддерживать ее словами. Ей казалось, что мир отвернулся от нее и оставил ее одну на произвол судьбы. Она почти подумала об увольнении с работы, но ей нужно было платить за огромные медицинские счета своего сына. Несколько недель, проведенных с Михаилом, научили ее многому, поэтому она не собиралась сдаваться. 2 месяца спустя, когда она обслуживала клиента, вошел мужчина в темном плаще и попросил Сару. Сара подошла к нему, заметив на его груди значок адвоката. Она глубоко вздохнула и наблюдала, как он роется в сумке. Он достал письмо и передал его Саре. Сара сразу же узнала почерк Михаила. В письме он благодарил ее за то, что она относилась к нему как к отцу. Самым невыносимым откровением было его обещание, что она будет в его мыслях, когда он сделает свой последний вздох. Письмо заканчивалось заметкой о том, что к тому времени, как она его прочитает, он уже уйдет из этого мира. После прочтения письма Сара так сильно плакала. Она не могла поверить, что потеряла своего друга. Адвокат вручил ей документ. Инвестиции на миллионы долларов, вместе с особняком в центре города и паркингом из 4 автомобилей, были завещаны ей. Все казалось ей сном, так как она не могла поверить, что бездомный человек был невероятно богат. Через несколько минут Сара нашла в себе силы и подписала документы. Наконец у нее было достаточно денег, чтобы обеспечить своему сыну лучшее лечение. И да, мальчик вылечился. Сара узнала об обстоятельствах, окружающих бездомного Михаила. Оказалось, что его жена и 3 детей погибли в автомобильной катастрофе около 3 лет назад. После этой горькой случайности Майкл потерял желание жить. Его богатство, инвестиции и бизнес больше не имели для него смысла, поэтому он оставил свой роскошный особняк и начал бродить по улицам, нетерпеливо ожидая конца своей жизни. После полного выздоровления сына, Сара и мальчик посетили могилу Михаила. Сара рассказала сыну дорогие воспоминания и прекрасные моменты, которые она разделила с Михаилом. Теперь каждый раз, когда она смотрит на небо, Сара вспоминает его слова о том, что каждый из нас может стать для кого-то лучом света в темные времена. И, возможно, в тот самый момент кто-то нуждается в этом свете больше, чем мы можем представить. Может ли случайная встреча с добрым человеком действительно изменить чью-то судьбу? Поделитесь своими мыслями в комментариях, нам важно услышать ваше мнение. А если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.